Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Евгений Докучаев. Я работаю в компании Nisrarus и отвечаю за развитие международного бизнеса. И сегодня мой доклад о возможностях работы в немецкоговорящих странах с решением OneDrive German Edition. Сегодня я бы хотел рассказать о том, как работает 1С Germany, наше совместное предприятие, как работает наше совместное предприятие Dolian Leiber, которое обслуживает уже более 200 клиентов, и компания, которая выбрала систему 1С Enterprise в качестве платформы для создания системы автоматизации логистических компаний. Мы знаем, как продавать немецким компаниям программные продукты, и об этом я расскажу в дальнейшем в моих слайдах презентации. При создании системы 1С Drive German Edition мы учли опыт предыдущих лет, когда набивали шишки еще на решение бизнес-ют. Мы внедрили систему 1С Drive уже у нескольких хорошо известных компаний, таких как Splot, Ростельмаш и другие компании. Я коротко расскажу про наши успешные проекты. Очень важно понимать экономику проекта внедрения, и я также буду об этом говорить, так как это, думаю, будет важно для партнеров, которые хотят продавать и внедрять 1С Drive на рынках немецкоговорящих стран. И, возможно, будет интересно также вам поработать в облаках. Мы расскажем нашим партнерам, как продавать решения в Amazon Web Services. Сейчас мы налаживаем этот сервис, тестируем, смотрим, как работают наши пилотные клиенты. Многие клиенты хотят облака. У нас уже есть опыт внедрения Amazon Web Services у крупных клиентов на базе 1С. И мы готовы поучаствовать с вами в проектах. У нас есть действительно хороший опыт. Также я бы хотел рассказать про приоритетные направления развития на ближайшие годы компании 1С Germany. И на данном слайде вы видите приоритетные направления. Это развитие продукта 1С Drive, развитие в облаке, развитие партнерской сети и партнерство с компанией Dolian Leiber. Для нас, как для разработчика, который вместе делает решения для немецкого рынка вместе с компанией 1С International, очень важно, чтобы в будущем была постоянная партнерская сеть, на которую можно положиться, которая может показать клиентам востребованность продукта и гарантия того, что поддерживать их сможет не только компании-разработчики, но еще компании, которые будут внедрять и сопровождать продукт на протяжении всего жизненного цикла. Что помогает нам развиваться? Конечно же, это то, что у нас есть представительство в стране, в которой мы ведем бизнес в Германии. Клиенты должны видеть и понимать, что система разрабатывается крупным вендором. Ответственность за актуализацию и обновление несут разработчики со стажем работы на IT-рынке более 25 лет. Вы уже знаете, насколько сейчас уже развита система работы с партнерами у фирмы 1С и 1С Rarus. Огромный опыт в построении работы с партнерами, начиная с 90-х годов. В связи с новыми направлениями, которые сейчас широко развиваются, мы также готовы предложить решения в облаках. Мы развиваем базы клиентов в облаках Германии на базе AWS, Amazon Web Services, и создаем новые технологические решения. Скорее всего, вы уже знакомы с нашими партнерами в Германии, господином Долем, господином Ляйбером. И я также хотел бы рассказать, какие успехи в работе компании Dolian Leiber за 2020 год, что достигнуто, какие новые проекты. Это будет дальше, чуть позже в моей презентации. Немного про опыт, который помог в локализации системы. Это, конечно, наш неоценимый многолетний опыт работы с клиентами на проектах. Видите структуру команды, где руководитель
направлений департамента отвечает за развитие этого продукта, работает вместе с проектной командой, с руководителем портфеля проектов, у которого в портфеле несколько проектов, и локализация продукта, и ведение проектов с клиентами, руководители проектов, которые отвечают каждый за свой проект, в том числе и за локализацию, системный архитектор, функциональный архитектор, разработчики, аналитики, тестировщики, методологи, консультанты — это вот обязательно должны присутствовать. И если вы планируете локализовать продукт 1С Drive для своего рынка, для своей страны, то готовьтесь к тому, что придется расширять и расширять команду. Инвестировать в это придется поначалу, конечно, но если вы еще не готовы, то есть варианты начать работать уже с готовым решением, таким как 1С Germany, 1С Drive German Edition, и вы можете начать уже продавать готовый продукт, который оттестирован, работает успешно в нескольких компаниях, о которых я сейчас вам расскажу. И что локализовано, какие функции получилось адаптировать в системе 1С Drive под немецкий рынок. Ну, в первую очередь, это бухгалтерский учет, потому что это важное конкурентное преимущество перед другими системами такого класса. То есть это формирование проводок по умолчанию не на международном плане счетов, а на счетах, принятых в Германии. Это СКР-03, СКР-04, это НДС в авансовых отчетах, это корректировка проводок в модуле зарплаты, несколько банковских комиссий. И, соответственно, обязательно выгрузка в систему датов через файл обмена, обмен с клиент-банками систем через файл обмена CSV Excel, либо обмена через дополнительный сервис FinIP. FinIP — это универсальный сервис обмена практически со всеми европейскими банками. Он доступен за дополнительную плату, поскольку сами разработчики этого сервиса, они берут денежку за работу через их сервис. Также хочу отметить, что мы адаптировали печатные формы основных первичных документов под стандарты Германии. Если вы вдруг обнаружите, что вам не хватает какой-то важной формы, сообщите нам, пожалуйста, об этом. Контакты я покажу на завершающем слайде моей презентации. Где внедрен уже 1С Drive? Успешные проекты внедрения в Европе. Это Германия, компания Splat, компания МКАП, Impro, RSM Agrotechnic, Dim Resources. Поподробнее теперь о деятельности зарубежных представителей Splat, которые мы автоматизировали в единой системе 1С Drive. Видите, на картинке представлены офисы, которые были автоматизированы в странах. И один из офисов был организован в Латвии. Это Объединенный центр обслуживания, который собрал все процессы, унифицировал их в соответствии со стандартами головного офиса в Москве. На этапе пилотного запуска были автоматизированы офисы в таких странах, как Англия, Германия, Китай, Гонконг. Управленческий учет филиалов во всех странах ведется в единой базе 1С Drive на плане счетов МСФО. В следующем году планируется включить филиалы также в Турции и Швейцарии. В Латвии планируется перевести учет из старой версии программы в 1С Drive и добавить бухгалтерский учет каждой страны. В будущем планируется автоматизировать все офисы территории Европы, имея АПАК в единую систему. Немножко про EMEA АПАК, вы видите эти территории. Пойдем дальше. Зарубежное развитие группы Splat на базе 1С Drive. Пробегусь вкратце, что и за какое время было автоматизировано в группе компании Splat. Автоматизировали мы пока только 30 рабочих мест, немного, но времени это все равно заняло 9 месяцев. И в проект вошли все функциональные блоки оперативного контура, плюс расширен контур казначейства и добавлен блок начисления accruals. Настроены унифицированные отчеты Trial Balance и Profit and Losses, автоматизированная работа с дистрибьюторами и продажи через e-commerce. Можно будет посмотреть про эту компанию и про наш проект на сайте «Проект года» фирмы 1С. Мы постарались сделать для компании, чтобы закрытие финансового месяца было за 4, максимум 6 дней.
Мы сделали системе учет на английском и немецком языках. Это интерфейс системы. В целом интерфейс системы выполнен на 8 языках. Сделано улучшение сложных начислений. Также у нас интересный проект в компании Россельмаш, видите, РСМ Агротехник. Не очень много пользователей, но при этом мы сделали возможность полностью вести продажи комбайнов российского производства, продажи запчастей, сервисное обслуживание. Я думаю, что если компания может продавать российскую сельхозтехнику, то мы можем продавать легко и российские программные продукты, если они адаптированы под немецкий рынок. И делаете это успешно. Поэтому мы автоматизировали компанию с помощью системы 1С Drive и CRM с английским интерфейсом, поэтому мы можем показать это как наш успешный опыт и привлечь таким образом еще дополнительных клиентов. Мы автоматизировали оперативный учет закупок, таможенных операций, учет продаж, управление чистым складом, гарантийного обслуживания, сервисного обслуживания. Сделали обмен документами с бухгалтерской системой DATEV через файлы обмена формата PDF, XML. Немного про DIM Resources, тоже небольшое внедрение, 1С Drive на 8 пользователей. И это немецкая компания, трейдер российских нефтепродуктов, занимающихся продажей в странах Европы и в Африке. Следующий клиент — это МКАП. Вы видите направление деятельности. Это крупнейший производитель оптического кабеля в Европе, завод номер 1 в России, СНГ по объему производства волоконно-оптического кабеля в 2013-2015 годах и в 2017-2019 годах по данным Ассоциации производителей электрического кабеля. В функциональный периметр вошли закупки, таможенные операции, продажи, учет товаров по партиям, другие модули. Вот в планах на этот год это также автоматизировать производство в Германии, которое открылось. И сейчас это одна линия производства пока что в Германии по операциям наложения обмотки. Но мы полагаем, что сможем автоматизировать им модуль производства и планирования еще дополнительно. Уже что автоматизировано? Это оперативный контур. Заказчик ведет учет по партиям. Настроили бухгалтерский счет на базе немецкого плана счетов SKR-03. В 2021 году планируем завершить работу по разработке обмена журнала проводок 1С Drive и DATEV с помощью файлов CSV. Планы развития продуктов для Германии на 2021 год. В первую очередь мы хотели развивать дальше Drive, German Edition, развитие блока бухгалтерского учета, обмены с маркетплейсами, e-commerce, Amazon, eBay, Shopify, другие площадки, развитие продуктов на сервисах Amazon Web Services, то есть в облаках. Также мы смотрим, сейчас планируем локализацию ERP для Германии, включим обязательно обмены с клиент-банком через файлы онлайн-банк, через FinIP, выгрузка в DATEV, так же, как и для драйва. Пока это наши планы, затрудняюсь анонсировать, когда будет готов локализованный продукт, поэтому, наверное, чуть позже мы скажем более точные сроки. Но мы, в принципе, хотим для ERP применить все то, что уже сделано в Drive German Edition, адаптировать эти разработки. И обязательно это сделать для системы клиент-банк, для обмена с системой клиент-банк. И мы хотели бы дальше продолжать развивать модуль бухгалтерского учета в 1С Drive. Более подробные планы сможем анонсировать в течение первого квартала 2021 года. Также у нас на 2021 год стоит задача разработать обмены с маркетплейсами. И, как я говорил, планируем расширить всю нашу работу в облаке с Amazon Web Services. Теперь компания Döhlen Leiber. Хотелось бы отметить также нашего партнера в Германии, с которым мы сотрудничаем уже более 10 лет. Направление деятельности компании Döhlen Leiber GmbH — это поддержка малых и средних экспедиторов, транспортных и логистических компаний, их успешной автоматизации через разработку и внедрение программного обеспечения, которое оптимизирует процессы, экономит время и сокращает расходы. Компания специализируется на этом уже более 20 лет. И за 2020 год довольно серьезные достижения, но самое главное, что
Компания стабильно сохранила те же самые темпы, что и в 2019 году, но еще пришли новые клиенты, и о них я расскажу на следующих слайдах. Компания Döhlen Leiber расширила географию продажи, появились новые проекты. В первую очередь старые клиенты продолжают сотрудничать. И вот сейчас на слайде вы видите, сколько стран охватывает. Это вот отзывы клиентов, реальные отзывы. И, соответственно, очень много клиентов, их более 200 уже, работающих на системе Intertrans. И это очень сильно радует, потому что это действительно система, которая полностью разработана на платформе 1С Enterprise. Вот. И какие еще достижения у компании? Это самый большой успех, то, что смогли удержать свой доход на уровне 2019 года. 2020 год был трудный из-за пандемии. Мы все прекрасно знаем, какая была весна прошлого года. Остановился полностью автопром, меньше лидов. Ну, соответственно, конечно, было трудно что-то предполагать, но несмотря на это, в 2020 году получилось продать систему для логистического оператора Raiffeisen в Австрии и разработать большое количество мобильных приложений, которые сейчас успешно используются вместе с системой Intertrans. Вот, поэтому большое спасибо нашим партнерам, которые продолжают работать, успешно развиваются, делают новые продукты на базе 1С, и мы в этом очень сильно помогаем, поэтому это действительно пример такой хорошего партнерства, которое было заложено очень давно, и сейчас оно продолжает развиваться. Хочу отметить также работу с Amazon Web Services. Почему мы предлагаем Amazon для работы в облаке? Приведу цифры. Облако AWS охватывает 77 зон доступности в 24 географических регионах по всему миру. В ближайшее время планируется создать еще 18 зон доступности и 6 регионов в Австралии, Индии, Индонезии, Японии, Испании и Швейцарии. У нас есть опыт работы во Вьетнаме. Мы наработали компетенции по работе сервисов Amazon для клиентов. У нас есть в том числе прямой выход на Amazon во Франкфурте. Мы готовы помочь партнерам. Если будет помощь по сервисам, пожалуйста, обращайтесь. Мы действительно знаем, как работает 1С в облаках Амазона. Хотел анонсировать сейчас, пока у нас это under construction, партнерская программа для Германии на 2021 год. Мы планируем проводить обучение в системе 1С Drive на русском, английском или немецком языках по специальной цене. Хорошие скидки первым партнерам 1С Germany на 2021 год, кто захочет продавать 1С Drive German Edition. Также мы поможем при внедрении у клиентов. Мы организуем прямую связь с нашей проектной командой, естественно, не для всех, а только для первых наших партнеров, поэтому торопитесь, обращайтесь. Приоритет дадим в доработках по требованию клиентов по специальным ценам для таких услуг. Мы не можем сделать за бесплатно, это будет совсем уж очень большим подарком, но вот спеццены могу гарантировать. Также я готов гарантировать, что мы не претендуем на ваших клиентов и что готовы помогать в работе с вашими клиентами как методологи. Вот. И для нас очень важно сохранить с вами партнерские отношения на долгие годы. Поэтому в заключение хотел поблагодарить вас за внимание. Если вас заинтересовало предложение, которое прозвучало в ходе моей презентации, я всегда буду очень рад пообщаться с вами в онлайн или при встрече, если получится в будущем после этих всех локдаунов пандемийских. И вот и после завершения также саммита, пожалуйста, пишите мне, пишите в WhatsApp, Telegram, на почту. Я буду рад нашему общению. Единственное, по почте медленнее всего получается отвечать. Прошу извинить меня, может быть, за долгие ответы, но если что-то интересное, срочное, вот, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, в WhatsApp, Telegram, вот мой телефон. Поэтому еще раз большое вам спасибо.
Желаю вам крепкого здоровья, сильного иммунитета. До встречи!